Всем привет! Я очень сильно боялась перед тем, как включать эфир, потому что я очень давно его не включала. Я очень надеюсь, что я не скажу что-то не то. В общем, всем привет! Сегодня я хотела вам сказать несколько вещей, но перед этим я решила вам показать кое-что. Но сначала пусть наберутся... О, господи! Я так давно не выходила в эфир, я даже не знаю, что делать. Всем привет, кто присоединился. Сегодня я покажу вам, так как очень много людей спрашивали, чем я пользуюсь, когда делаю свой макияж, я решила вам показать несколько вещей, которыми я постоянно пользуюсь, и, может быть, вам будет это в новинку, потому что очень много продуктов на самом деле вообще недорогие, и, может быть, вам будет это полезно. Вот, и еще я вам хотела сказать одну новость, которая для меня очень важна. В общем, я, наверное, скажу это в начале, в конце. В общем, уже в эту пятницу, на этой неделе, 21 мая, выходит мой первый сингл, который называется «Love Me Like You Used To». И я очень сильно переживаю, потому что для меня это как бы старт моей вокальной карьеры как артист, потому что до этого я очень часто участвовала в каких-то соревнованиях, шоу. А сейчас я, можно сказать, уже начинаю выпускать свои сольные песни, и поэтому для меня это очень важно, и надеюсь, что вам очень понравится песня. Вот, поэтому ждите, 21 мая выходит моя первая песня. В общем, я вам сейчас покажу несколько предметов, которыми я постоянно пользуюсь. Я надеюсь, вам будет интересно, потому что кстати, я хочу вам показать свой Simple Dimple. Точнее, это не мой Simple Dimple, а моей сестры. И, знаете, самое не очень и ужасное это то, что вот эта сторона, вот эта вот, она просто ужасная. То есть она даже не пилюкает, да? А вот обратная сторона, она просто очень классная. И получается, когда ты вот это делаешь, даже сложно их плюнкнуть. В общем, сейчас... Ой, я так много это сказала, но ничего страшного. Сейчас я вам покажу все предметы, которыми я использую. Вначале я, конечно... Я не очень сильно люблю использовать тональную основу, потому что мне не очень комфортно ее носить на лице, особенно летом, потому что всегда жарко, и она просто скатывается. Но на какие-то выступления, мероприятия я использую тоналку вот эту. Это не я ее покупала, это мне мама купила, и она немного даже темнее моего тона кожи. Вот. Но из-за того, что потом я наношу консилер, она прям классно смотрится. Кстати, все это я показываю, потому что вы очень много спрашивали у меня про мой макияж. Но так как мне очень лень снимать видео про мой макияж, я просто вам покажу, чем я пользуюсь на эфире, а потом вам расскажу про песню. В общем, такая тональная основа. Потом я пользуюсь консилером. У меня такой консилер, он от Maybelline, я думаю, все его знают, потому что он самый классный. Это, если что, не реклама, если что, потому что тут пишут, что это реклама, но это не реклама. Вот, потом, еще хочу вам рассказать про офигенный NYX. Офигенный, как это сказать, помада для губ, но это выглядит как карандаш, но это помада, и она очень вкусно пахнет, и именно это мне подарила моя подруга, спасибо большое, и вот именно это очень классно, потому что он очень долго хранится, вы, наверное, можете купить и пользоваться несколько лет, вот, поэтому покупайте это. Потом такой спонж, я не очень люблю спонж, но для тоналки кисть вообще не подходит, вот, ну, я уже устала говорить про мой макияж, потому что это неинтересно. Лучше я расскажу и отвечу на ваши вопросы. Do you have a boyfriend? No. Oh my God. В общем, еще я немного больше расскажу про свои планы на это лето. Я надеюсь, все это сбудется. Я очень буду надеяться и молиться. Вот. В общем, этим летом будет выходить огромное количество всяких треков, клипов, я очень на это надеюсь. Также я надеюсь на то, что этим летом я поеду в другие страны, буду путешествовать. Я очень надеюсь, что коронавирус не
отменит это все. Вот, и также будет выходить очень много треков, потому что именно в эту первую половину 2021 года я ничего не могла делать, потому что у нас точнее, не началась, а продолжилась учеба, и я все свое внимание именно сконцентрировала на учебе. Вот, но так как сейчас она уже практически заканчивается, кстати, у нас учеба уже закончится через неделю, я очень-очень рада тому, что я снова могу постоянно заниматься музыкой, потому что я также пропускала вокал эти дни и эти месяцы. Вот, но я всех тоже поздравляю с последней неделей учебного года. Этот год просто очень быстро прошел, я даже не заметила, как он прошел, потому что, наверное, этот год длился меньше, чем 4-я четверть прошлого года, когда только начался карантин. И не знаю почему, но он прям пролетел. Вот. Какой твой самый любимый трек? Мой? Ладно, шучу. Я сейчас в последнее время слушаю такую, знаете, летнюю музыку, которая была популярна в 2017-2018 годах. Вот, и сейчас именно такую музыку слушаю, просто чтобы, не знаю, как-то вдохновиться на это лето, чтобы нормально его провести. Вот. Я очень надеюсь, что я не буду сидеть дома, как в прошлом году. Today is my birthday, Данелия. Happy birthday! Какой класс ты заканчиваешь? Я заканчиваю 8 класс. Вот. Вы уже сдавали Сочи? Нет, мы будем сдавать Сочи на этой неделе, которая уже начнется завтра. Вот. И я вообще не переживаю. Аниме смотришь? Нет. Я никогда не смотрела аниме, но мой братик очень любит аниме. Вот. Кто твой любимый тиктокер? У меня нет вообще любимого тиктокера. Как учеба? Учеба в этом году прошла прекрасно, наверное, как у всех, потому что мы сидели дома, вот, поэтому все было абсолютно очень классно. Я вообще не представляю, как я пойду в следующем году в школу, потому что я уже отвыкла сидеть на уроках и вообще вставать очень рано, потому что я уже привыкла вставать как бы за 1 минуту до урока, вот, а сейчас придется, наверное, в следующем году уже, скорее всего, придется вставать, наверное, за час, даже за больше, чтобы все процедуры сделать. В общем, я вообще не представляю, как я буду в следующем году пойду в школу. Как относишься к кей-попу? Нормально. Ну, мне очень нравится группа Blackpink, а остальное я не слушаю. Но Blackpink мне очень нравится. А каверы продолжишь записывать? Да, кстати, я очень хотела... Я забыла вам сказать, спасибо, что напомнили. Я забыла вам сказать то, что уже, я думаю, на этой неделе, на следующей неделе я опять возобновлю запись каверов, потому что, как я вам уже сказала, у меня вообще особо не было времени на это вот все эти месяцы, потому что последний кавер я, по-моему, выложила месяц назад или 2 месяца назад. Вот, поэтому я снова начала работать, и уже совсем скоро будет огромное количество видео на моем YouTube-канале, выйдет моя песня, потом еще одна песня, которую мы уже начали готовить. Поэтому, надеюсь, это лето пройдет шикарно. Кто твои любимые исполнители? У меня их, на самом деле, очень много, но мои самые любимые, наверное, Мелани Мартинес, Лана и Чейз Атлантик, наверное. Вот. Ну, просто их песни я именно слушаю больше всего. Как будешь отмечать 1 000 000? Это еще одна информация, которую я хотела вам сказать на этом эфире, но я постоянно все забываю. В общем, скорее всего, на 1 000 000 подписчиков я организую трансляцию на Ютубе, где спою пару песен и также отвечу на все вопросы. Скорее всего, я просто их заранее подготовлю, чтобы не было никаких проблем с интернетом, вот. И спою для вас песни, которые я подготовила. Скорее всего, в акустических версиях. Ты знаешь Лилуша? Да, моя мама, мой папа и я следили за этой ситуацией в Китае с Лилушем. Это было очень весело и смешно. Вот. Но он сейчас, насколько я знаю, стал очень-очень популярным, поэтому для него это было, наоборот, хорошо, я думаю. Кстати, и еще я хотела вам сказать, то, что у меня появился свой мерч. Я думаю, скоро, когда мне отправится сам мерч, я сделаю специальные фотографии для вас, чтобы вы посмотрели, и если вам понравится
купили, потому что для меня это будет очень важно. Смотришь дорамы? Я смотрела раньше активно очень, но сейчас перестала, потому что мне лень просто смотреть так много всего. Какие любимые виды фан-работ? Мои любимые, наверное, эдиты. Это мои самые любимые. И когда меня фотошопят с какими-то еще людьми, это тоже весело. Один раз, когда меня сфотошопили с Арианой Гранде, то, что я сделала с ней фотографии, многие поверили и писали мне, что я встретилась с ней, хотя это не так. Вот, это тоже смешно. Какой уровень у тебя английского? Я вообще без понятия, какой у меня уровень английского. Я очень давно не проверяла, но я активно занимаюсь сейчас английским языком, подготавливаюсь ко всем экзаменам. В какой школе ты учишься? Я учусь сейчас на школе. What time is it now? It is 9 p.m. in Almaty. Any new projects? Yes. Yes, my new song, Love Me Like You Used To, will be out everywhere on 21st of May. So I'm really excited. I hope you will like my song. Зачем тебе школа, университет, если у тебя уже есть профессия? На самом деле, у меня нету пока что профессии, вот, и профессия, наверное, у меня уже будет после того, как я закончу университет, и сейчас я очень сильно готовлюсь к тому, чтобы в будущем поступить в хороший университет, и, скорее всего, после того, как я, наверное, я буду и петь, и, скорее всего, в будущем я очень хочу стать адвокатом, не знаю почему, но меня тянет к этой профессии, так же, как и профессии певицы. Но я не знаю, как это совмещать, потому что мне и то хочется. А так как жизнь одна, хочется все попробовать. One second, I'm trying to find questions. Какой у тебя любимый сериал? У меня на самом деле нету любимых сериалов, но есть любимые фильмы. На данный момент мой любимый фильм, наверное, «Интерстеллар», «Голодные игры» и «Дивергент». Ну, мои любимые фильмы. А сериалов у меня новых нету, но я очень жду 5-го сезона сериала «Элиты». Он, по-моему, будет выходить в июне или... Да, в июне или в июле. И я очень жду, не из-за того, что мне прям сильно понравился сериал, а просто, чтобы поностальгировать по тем временам, когда был первый локдаун, потому что тогда просто все было прекрасно. Это было самое лучшее время в моей жизни, я думаю. Вот, я просто хочу... Извините, я просто всегда говорю очень быстро, я не понимаю, почему. You speak without Russian accent. How to make it... I don't know. I think I have an accent, so... Когда у тебя день рождения? У меня день рождения будет в июле, 18 июля. И я очень жду этот день рождения, потому что прошлое я отпраздновала не так классно, как я хотела, потому что в то время я активно готовилась к проекту, и как бы у меня не было особого времени. Как раз-таки на мой день рождения была организована встреча, я не смогла нормально полностью расслабиться, потому что она была вечером, и до конца этой встречи я не могла расслабиться, и, в общем, день рождения прошло не так классно. Но это, я уверена, пройдет на все 100%. Я очень надеюсь. How tall are you? Maybe 162, 163. I'm not really tall, but I want to be tall. Watching bloggers, if so, what? I don't watch YouTube at all right now. I'm just sitting in TikTok all the time, all day. Какое у тебя сейчас хобби помимо пения? На данный момент у меня особого хобби нету, кроме пения, потому что, не знаю, на самом деле на это уходит очень много времени, то есть ты не просто занимаешься вокалом постоянно, ты еще и, не знаю, пытаешься как-то развиваться в этой сфере, и тем самым ты тратишь на это очень много времени, и к тому же в этом году было сложно совмещать, поэтому, да, пока что у меня хобби особых нету, кроме пения.
где хочется жить. Мне хочется пожить абсолютно во всех частях мира, но, наверное, больше всего я безумно люблю Алмату, поэтому, скорее всего, я здесь долго еще буду жить, ну или приезжать постоянно, если у меня получится, не знаю, учиться в другой стране, потому что мне очень нравится Алмата. Скорее всего, я хочу пожить, наверное, в Нью-Йорке, потому что, наверное, из-за того, что я насмотрелась огромное количество фильмов, связанных с Нью-Йорком. Вот. И также, наверное, я хочу в Швейцарию, потому что я уже была в Швейцарии, и мне там безумно сильно понравилось. Я там была, чтобы учиться, и там достаточно долго пробыла. Вот. И хочу, наверное, потом еще раз съездить. Вот. В Швецию хотелось бы еще съездить, в Корею, в Японию, я думаю. Вот. Ну и в другие места. Будешь смотреть Евровидение? За кого будешь болеть? На самом деле я кроме России никого не видела, никаких конкурсантов, но я обязательно буду смотреть, потому что мне очень сильно нравится атмосфера, которая происходит именно в день конкурса, когда уже показывает все представление. Вот, поэтому я обязательно, наверное, посмотрю, потому что мне очень интересно. Но она, наверное, как всегда, само Евровидение будет проходить очень поздно, и, скорее всего, в будний день, да, потому что всегда так проходит. Поэтому воскресенье, по-моему, да? Ты умеешь готовить на турецком языке? Будут фан-встречи. На данный момент очень опасно организовывать фан-встречи, потому что все-таки у нас еще совсем не прошел коронавирус, и нужно ходить в масках, постоянно как-то защищаться, потому что все-таки это все опасно. Поэтому на данный момент, конечно же, фан-встреч никаких не будет. С целью не распространять вирус. Чтобы поскорее уже выйти наружу и спокойно ехать, проезжать по странам. So, what is your next step? My next step is to just, I don't know, make music. And on 21st of May, I will release my first single. And I'm really, really excited. And I hope that everyone will like my song. So that is my next step, actually. And of course, I'm going to release a lot of more songs this summer and next year, I hope. Я что-то проголодалась, если честно. Очень сильно проголодалась, я хочу кушать. Кстати, я сейчас, когда приехала с вокала, я пыталась снять ТикТок, но, видимо, у меня вообще не получается снимать ТикТоки, потому что, я не знаю, я постоянно на видео выхожу вообще не очень, как оно вот. Мне всегда кажется, то, что в будущем в реальной жизни, как бы вживую, я намного лучше выгляжу, чем на видео и на фотографиях. Поэтому я не снимаю в ТикТок, и в последнее время вообще не делаю фотографии, потому что мне вообще не нравится, что выходит. Вот, мне кажется, что это грустно. Нет, просто... Нет, я вообще не грустная, потому что я очень рада, что последняя неделя будет последней неделей учебного года. Вот, поэтому я особо не так сильно грустная. Просто иногда такое, знаете, настроение, ты начинаешь думать очень сильно о жизни, и поэтому ты начинаешь быть грустным. Но это не такая грусть, что прям грусть, а грусть, что такая добрая грусть, понимаете? То есть ты думаешь о жизни, размышляешь о том, как все быстро идет, потому что вроде я до сих пор думаю, что 2019 год был год назад. И это меня делает немного грустно, потому что все очень быстро как бы идет и развиваются очень быстро события. Ты думаешь, что ты очень много всего успеешь, например, сегодня, да, но нифига ничего не успел. Клип Беллы Порч видела? Да. Да, видела. What is your favorite color? Right now, my favorite color is probably white or green, like light green, something like this.
Какое твое любимое блюдо? Даже не знаю, если честно. Да, я не знаю. Но я, наверное, всегда могу все время есть кисадилью. Мне очень нравится есть кисадилью. И, наверное, желе. Мне очень нравится желе. Ам. То есть этим летом тебе исполнится 14? Нет, мне исполнится 15. Ну, далеко не ушли. Ты не планируешь спеть Уитни? Нет, не планирую, потому что сейчас я очень сильно хочу снять кавера, которые скоро я уже буду начинать снимать, и они будут под гитару, и это будут именно современные популярные песни, и мне очень-очень нравится, как это звучит, поэтому я очень надеюсь, что совсем скоро вы уже их увидите на моем YouTube-канале. Кстати, на моем YouTube-канале я сегодня, просто по приколу открыла свой канал, который я очень давно не открывала, как вы уже знаете, и там осталось всего лишь 3000 до миллиона, и поэтому, когда я увидела, что осталось 3000, я решила резко записывать огромное количество каверов, и да, мне они очень нравятся. Они будут и под пианино, и под гитару, и под оригинальный минус. В общем, я уверена, что вам понравится. Вот, потому что в последнее время, когда я снимала кавера, я немного сдулась, как-то расслабилась, и сейчас хочется делать намного лучше для вас. Куда ты ездила, чтобы учить английский? Я думаю, что больше всего я выучила английский тогда, когда ездила первый раз в Америку, когда я очень много просто разговаривала на английском, мне не было выбора, чтобы разговаривать на русском или на английском, поэтому я всегда выбирала английский и так и практиковала. Вот, и это было, по-моему, в 2018-2019 году, вот. Тогда я первый раз поехала и практиковала английский, а потом я, наверное, больше всего выучила его, вот когда в последний раз ездила на America's Got Talent. Вот там я очень много разговаривала, и как бы это мне дало стимул его выучить, вот. И на самом деле практика — это самое главное в том, чтобы выучить английский и, в принципе, все языки. Хотела бы научиться играть на каких-то музыкальных инструментах. Да, я бы очень сильно хотела бы научиться играть на гитаре и на скрипке, потому что мне очень нравится скрипка, и моей маме тоже очень нравится. Она всегда слушает песни с участием скрипки и очень их любит, поэтому я тоже хочу в будущем научиться играть на скрипке. Ну и на гитаре, потому что она всегда выигрышно звучит во всех песнях, и если я научусь, то я могу всегда подыгрывать себе и постоянно записывать кавера для вас. Вот. Нравится Оливия Родриго? Да, она молодец, мне кажется. Она так резко прям, для меня она резко выстрелила, и мне кажется, это очень классно, когда новые артисты в последнее время постоянно выстреливают. Это очень классно, и я очень рада за нее, что у нее сейчас такой успех. Она молодец. С чего начать петь? Скорее всего, просто ходить на вокал постоянно, и как-то, если тебе нравится петь, постоянно ходить на вокал, петь, как-то обновлять свой репертуар, если тебе не нравится то, как ты звучишь, не знаю, в нынешнем, вот. И постоянно петь новые песни, композиции, чтобы развивать диапазон. Вот, наверное, так. Я не знаю, как начать, потому что я, по-моему, начинала так, просто ходила на вокал и все. Вот. Что ж, я пойду покушать, потому что я что-то очень сильно хочу кушать. В общем, я опять скажу это, потому что я очень-очень взволнована. В общем, 21 мая выйдет мой первый сингл. Я еще раз это буду говорить, и еще раз. Вот, и я очень надеюсь, что вам понравится песня, потому что мне она очень нравится. И в будущем будет еще круче и круче, поэтому ждите от меня много нового этим летом.